Да, приснится же такое. Что там по радио? В стране сохраняется стабильность роста стабильности. Овощи стабильно дорожают, коммунальные услуги стабильно укрепляют бюджет граждан, а интернет стабильно становится чище. Эксперты отмечают, уровень стабильности населения стабильно соответствует ожиданиям стабильности. Интересно, а нестабильность у нас тоже стабильно запрещена? Что-то мне это напоминает. Ну конечно же, это ведь прям как в той игре. А почему бы мне не рассказать вам о ней? Быть может, и проклятие уйдет само по себе. Так вот, игра называется Minute, или просто Минутка, которая вышла аж в 2018 году. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Разработали ее всего 4 человека. JW, Kitty, Yukio, Dom, а издателем выступила Devolver Digital. Проект создавался как небольшой эксперимент, минималистичная игра с одной простой идеей, доведенной до конца. А начинается все с того, что герой находит меч, прям как у меня, и дохнет. С этого момента он, точнее мы, обречены умирать каждую минуту. И это, кстати, главная фишка всей игры. Но мир при этом остается. Прогресс сохраняется, мы учимся, начинаем запоминать и строить маршруты. Прям как в жизни. Сначала не знаешь, куда идти и что делать. Потом бац, и умер. Потом снова пробую. Так по кругу. Но давайте поговорим о геймплее. По геймплею Minute напоминает классические игры в духе The Legend of Zelda. Ты исследуешь мир, разговариваешь с NPC, выполняешь небольшие задания, находишь предметы и сражаешься с врагами. Что до персонажей, то в игре за короткие циклы мы встретим большое их количество, каждый со своей ролью и характером. Хотя наш ГГ безымянный и молчаливый, окружающие его NPC наделены неожиданно яркими личностями, вплоть до гротеска. Одни дружелюбны и дают подсказки, другие бурчат и требуют оставить в покое. В прибрежном городке есть говорливый старик, в пустыне бродит беспокойный дух, а по миру разбросаны щупальца осьминога, которые можно найти и вернуть хозяину. Подобные мини-квесты раскрывают мир игры. Например, нужно отыскать кость для своего пса, чтобы порадовать его, или выслушать мудреца, того самого, который говорит слишком медленно, ради важного совета. И самое забавное, что за один цикл узнать то, о чем он говорит, не получится. Нам придется сделать это за 2 цикла. Но зато таким образом мы узнаем, где старик спрятал сокровища. Юмор в диалогах делает NPC запоминающимися и добавляет шарма нашим приключениям. Даже враги поданы с долей шутки. Вначале герой может сдохнуть от обычного краба на пляже, а один из боссов, одноглазый хулиган,
хулиган внезапно огорошивает героя ударом по голове. Такие персонажи и сценки хоть и добавляют игре характера и создают ощущение оживленного мира, но ты почти не успеваешь в нем задержаться. Потому что каждая встреча, каждое твое действие ограничено 1 минутой. Поэтому постепенно ты начинаешь мыслить временными маршрутами. Не просто куда пойти, а что я успею сделать за минуту. Вот действительно, что можно сделать за 1 минуту? Куда едем? Да куда угодно, главное успеть. В смысле? У меня примерно, минутка. Срочный человек, люблю таких. Сейчас маршрут построим, а то пробки. Ну все, пристегиваемся. Ну, опять. В игре несколько предметов. Например, лейка позволяет тушить огонь, кофе дает силу двигать тяжелые объекты, ботинки скорости позволяют пробегать большие области, которые раньше попросту невозможно было пробежать за 60 секунд. Даже смерть здесь не наказание, а часть процесса. Иногда выгоднее умереть специально, чтобы начать цикл заново и попробовать другой маршрут. Да, в игре можно сделать самовыпил в любой момент. А главное, что каждая смерть в игре — это опыт. Ты учишься, где находится ключ, где короткий путь, где ловушка. В какой-то момент смерть перестает пугать. Она становится частью процесса. Она словно говорит тебе: ладно, попробуй еще раз, только быстрее. И ты пробуешь. И с каждой новой попыткой становишься быстрее и лучше. Эта игра мне все больше напоминает жизнь. Потому что в жизни все устроено точно так же. С каждой новой попыткой мы не просто повторяем путь, мы становимся чуть внимательнее, чуть быстрее, чуть умнее. Да, мы ошибаемся, падаем, начинаем сначала, но каждый раз оказываемся все ближе к своей цели, чем были раньше. И в какой-то момент понимаем, важно не то, сколько раз мы начинали сначала, а то, к чему мы придем спустя все эти попытки. Но вернемся к игре. Игра полностью выполнена в черно-белой однобитной графике, без градаций серого. Этот стиль отсылает к ранним консолям и аркадным автоматам. Минимализм работает на погружение. Пустота стиля не мешает, а наоборот помогает сфокусироваться и глубже погрузиться в этот мир. Ты не отвлекаешься, ты чувствуешь, будто играешь во что-то очень старое, простое, но цепляющее. Как будто включил старую приставку и завис на весь вечер. Ах да, совсем забыл про... Ну вы поняли. Музыка в Minit короткая и зацикленная, но не навязчивая. Она не усиливает напряжение напрямую, а создает ощущение спокойной спешки. Даже когда таймер подходит к концу, музыка остается спокойной. Поначалу кажется, что сюжета и вовсе нет. Просто петля, нашел меч, умираешь, идешь дальше. Но постепенно ты понимаешь, что проклятие — это не случайность, что есть фабрика, где производят эти мечи. И вот ты добираешься до этой фабрики, врубаешь все механизмы, даешь ее хозяину, ломаешь меч, и цикл заканчивается. Но ты уже не тот, кем был в начале. Ты человек, который пережил сотни смертей и научился ценить минуту. Ту самую, которую тебе дают каждый раз. Minit — это игра вовсе не о времени, а скорее о его ценности. Каждая минута здесь не наказание, а возможность добежать, заметить, рискнуть, запомнить. Ты постоянно начинаешь с одной и той же точки, но мир вокруг постепенно перестает быть незнакомым. Ты уже знаешь, куда бежать, знаешь, где опасно, знаешь, что можно успеть, а что нет. Игра не говорит, что делать правильно. Она просто показывает, как с каждой попыткой ты начинаешь видеть мир чуть яснее. Не потому, что время стало длиннее, а потому что ты сам стал внимательнее. Minit — это короткая и довольно простая игрушка, после которой остается ощущение, словно кто-то напомнил тебе, что ты живешь не бесконечно, что у тебя тоже есть таймер. Он может и не над головой у нас, но он тикает. И если ты вдруг чувствуешь, что снова застрял в этом порочном круге, может, пора найти свою собственную фабрику мечей и выключить ее к чертям?